Ребята, всем доброе утро, всем доброе утро. Помните эту мою белую, красивую, интересную, пышно цветущую орхидею? Вот она сколько дорастила. Девочки, представляете, вот она на цветоносе дорастила еще вот такую гроздь. Обалдеть. Она чем-то похожа мне вот на эти природники, на Афродиту. Ну, вижу я в ней что-то необычное. Корней нарастила. Вообще, вот цветонос я вижу пожелтел один, надо обрезать. Здесь всего лишь один цветочек. Вот этот длиннющий, длинный цветонос тоже. Смотрите, какой он длинный. Посмотрите. Вот тоже на краешке она нарастила цветочков. У нас сегодня солнечно, как вы видите. У меня здесь затенение. Всем желаю хорошего настроения, прекрасного самочувствия, хорошей погоды. Вот здесь у меня тоже роскошь. Посмотрите на этого Magic Art. Он никак не успокаивается, цветет и цветет и доращивает бутоны, девчонки. Вообще. И вот второй цветонос у него. Обратите внимание. Он у меня привязан, потому что его горшок падает прямо на меня. Я его ловлю. Уже пора поливать. Видите? Уже сухо в горшочке. Наш любимчик пениф вырастил вот такой роскошный лист. Растит новый цветонос, новый корень и не один. И вот он, вот он, вот он. Сейчас обхожу. Ой, тут уже надо поработать. Я прям бросаю на пол. Он уже много меня дней баловал, но уже отцветает. Красавчик Сейн тоже здесь расположился. Вот такой у него шикарный куст. Это очень благодарный, красивый фаленопсис. И тот, который долго цветет. На два цветоноса. Обратите внимание, один цветонос у него вот сюда, ко мне растет, к окну. Не ко мне, а к окну. Это я возле окна стою. А второй цветонос ушел сюда. Видите, как здорово. Так, вот таким образом, как на дереве, растет фаленопсис пират пикот. Пират пикоти, по-разному говорят. И смотрите, что он делает. В прошлом году его ветка была намного длиннее, чем в этом. Но вот это летнее цветение, он вот столько, посмотрите, вот это зимнее, и вот столько он дорастил. Он никак не успокоится, никак не успокоится. Вот так он лежит, висит, вернее, у меня здесь. Вы скажете: Аня, так нехорошо. Девочки, ну я люблю вот такие, знаете, варианты ампельного цветения орхидей, ампельного произрастания орхидей. Ну вот так нагинается, под тяжестью своих цветоносов занял такое положение в горшке. Вот так свисает. У кого такое бывает? У кого такое бывает? Вот у меня вот так. Представляете? Не знаю. Но горшок стоит хорошо, не упадет. Так, кого я вам хотела здесь еще показать? Ну, эта красота я вам уже рассказала про нее. Спрашивают меня по поводу моего, как там поживает мой дикий кот. Девочки, он готовится к встрече с вами. Посмотрите на его бутончики. У него характерный окрас бутончиков. Вы все узнали? Wild Cat. Да, красавчик. Вот его кустик. Он любит попить. Сейчас вам его покажу поближе. Кустик у меня растет заново. Мне так кажется. Были проблемы в другой посадке. В новом горшке он уже намного себя лучше чувствует. И это его первое цветение в этой новой посадке. Растит новые листики. Молодчинка. Вот такой красавчик. Конечно же, он сейчас пока на себя не похож, потому что у него еще не открылись цветочки. А потом вы сразу его узнаете. Вот он, красавчик.
Он очень любит подцвести. Здесь у меня желтая орхидея, понадоращивала здесь. Возле Хои Silver Dollar они очень красиво вдвоем смотрятся. Посмотрите, какая красота. Они соседи. Вот так вот. Красивые листья, красивые цветы. Здорово. Ну, а вообще, что я вам хочу сказать. Это все хорошо, но меня ждет объем работы величиной с эту верхнюю полку на моем стеллаже. Уже ситуация срочной работы, срочного полива. Здесь надо все аккуратно разбирать, ребята, снимать горшки вниз. Здесь перепилилось все, здесь много интересного, то, что посмотреть. И мы с вами начнем здесь наводить порядок. Это будет очень интересно. Так что оставайтесь и смотрите дальше наши приключения, наш уход за орхидеями фаленопсис в домашних условиях. Вот так и вот так. Вы подумаете, это две разные орхидеи? Я тоже так подумала, но потом я была удивлена, что, по-моему, это одна орхидея цветет на разных цветоносах по-разному. Великолепно. Это моя бабочка кимоно. Все никак не успокоится, цветет. Она вот в горшке в этом. И вижу, что она уже хочет пить. Ей пора пить. Ей пора пить, у нее уже серые корни. Видите, веломен уже просох. Так, ну что, давайте снимем все орхидеи сюда. Кимоно у меня выглядит на сегодняшний день вот так. Это вариация цветения пилоричная. Называем мы ее бабочка. Туес. Да? Или нет? Вроде бы так. О, здесь еще бутон новый, посмотрите. Она немножко выцвела. Там, где солнышко на нее попадает. А вообще она очень бархатная, красивая орхидея кимоно. Куст у нее очень аккуратный. Видите? Она прекрасно в этом горшочке растет. Немножко наклоняется к источнику света. Но в принципе очень даже неплохо. Так, ей нужен полив. Идемте за следующей. Надо постепенно, аккуратно разобрать эту полку. И вы мне в этом поможете. Хоть не физически, но морально я с вами, вы со мной. Так, здесь закрытая система, так мы называем горшки, в которых нет дренажных отверстий. Посадка здесь кора и мох сфагнум. И вот так выглядит кустик на сегодняшний день этого прекрасного фаленопсиса под именем Тоши. Тоши, так называется сорт этого фаленопсиса. Растит он очень тонкую корневую, и она в моих условиях... Посмотрите на это, на этих барашек. Прям смотрите, корни в условиях низкой влажности вот так выглядят. И уже требуется ей подкормки, отмирают нижние листья. Вот как это выглядит на сегодняшний день. Здесь 1, 2, 3, 4 цветоноса. 5-й не развился. Цветочки вот так выглядят. И знаете, сейчас вот доращивает и прям вот так в кучу. Все вместе. Друг на друга. Да? Но цветок очень красивый, плотный. Смотрите, какая красота. Какая красота. Здесь уже давнишнее цветение. Уже оно эстетически несимпатичное. Вот эти цветочки посвежее.
на цветоносе, на втором. Более яркие. Я вот так собрала их в кучу, потому что они в разные стороны у меня разрослись и мешали другим орхидеям. Раз, два. Сколько у меня орхидей на этом стеллаже? Пока 2. Так, берем следующую, аккуратно снимаем ее отсюда. Представляете, это невероятно. Это не просто одной рукой. А почему? А потому что цветонос и еще одна орхидея здесь мешает. Главное не оторвать бутон. Ой-ой-ой. Я думаю, что рациональнее будет первой достать эту орхидею. Думаю, что не только у меня такие трудности возникают. Все, у кого больше, чем 5-10 орхидей, сталкиваются с таким неудобством на своих полках. Эта орхидея всеми любимая, но есть и не совсем понимающие и принимающие этот сорт любители орхидей. Вижу, девочки, уже и мальчики, что она хочет пить. Ай-яй-яй, надо срочно ее поить. У нее корневая уже пересыхает. Она очень любит пить. Это каменная роза. Смотрите, вот, после обрезки цветоноса она разбудила почки. И вот так это выглядит. Дорощенные, новые, как бы сказать, новые почки, новые цветочки. Здесь и здесь. И надо срочно воды. А вот цветонос, который вообще новый. Посмотрите, вот. Она не пышно цветет, но ее цветок настолько интересен, что влюбляет в себя. Бывает, когда цветы намного крупнее. Но сейчас она получит увлажнение, и ей станет легче. Бутон у нее очень красивый. И я вовремя пришла и снимаю их вовремя, потому что она могла бы скинуть бутоны. Еще пару дней и все. А у меня была такая мысль отложить полив еще на пару дней из-за моей занятости. Но нет, в этом деле надо делать все вовремя. И надо все успеть. Да? Надо все успеть. Так, следующий горшок. Ой-ой-ой, чтоб никто там не упал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, никого бы не задеть. Это моя странная орхидея. Это тоже фаленопсис, но она необыкновенная. Необыкновенная, необычная. Посмотрите, Тамара, мы называем ее. Вот такая пилоричность на ее цветочках. И она очень большая умница, труженица. Она постоянно в цвету. Пускай это будет 2-3 цветочка, но они есть. Посмотрите, сколько их тут. Вау! Так мало того, она еще и мама. У нее здесь вот такое маленькое создание подрастает. Смотрите. Прям вау! Эти 2 ножки, даже там уже 3 ножки. Она замечательная. Как будто бежит куда-то. Ей тоже надо обязательно сделать подкормку. В осенне-зимний период она цвела у меня очень красиво, более пышно, более нарядно. Я, вы знаете, обожаю этот яркий солнечный оранжевый цвет. Цвет апельсина придает нам сил, запах, аромат апельсина придает нам сил, и настроение улучшается. В общем, если вы хотите улучшить свое настроение, покупайте вот такие солнышки и ешьте апельсины. Мандарины, апельсины, цитрусовые делают нашу жизнь ярче. Так,
Вот такая цитрусовая красавица тоже уже хочет поливаться. Я освобождаю место, дальше ставлю, потому что у меня еще уже здесь 4 орхидеи с этого стеллажа, с верхней полки. Сейчас посмотрим, кто там остался. Так, здесь у меня орхидея, которая отцвела уже и требует пересадки. Но сначала нужно ее полить. Она еще в горшочке от садовника. Но вы думаете, она ничего не делает? Нет. Она растит вот такой огромный цветонос. И эта орхидея очень симпатичная, очень интересная. И называется она... Ой, господи, Эсми, по-моему. А ну, кто глазастый, у кого хорошее зрение? Измаэли. Измаэли. Имя этой орхидеи Измаэли. Она вырастила вот такой лист. Видите, ее корням, ну, еще пока не совсем тесно. Просто очень много корней сверху посадки. Но место еще для роста корней есть. Его немного, но оно есть. И я не ожидала от нее в этом сезоне нового цветоноса. Но она решила не отставать от других. Возможно, бутончиков будет немного. Но она очень красивая, нежная и необычная. Ну, мне интересно посмотреть на ее цветение еще раз, потому что она может отличаться от предыдущего. Такая особенность у этого фаленопсиса. Так, как мне тебя достать? Невероятной красоты фаленопсис. Сейчас, ребята. О, да. Оно случилось. То, чего я не ожидала, то, чего я не хотела сделать, оно произошло. Ну, ничего страшного. Мы соберем кору. Тоже вижу, что просох хорошо грунт. Это тоже закрытая система. Я люблю в своих условиях пересаживать орхидеи в закрытые системы. Видите, как когда уже сухо, вот это шикарное цветение, которое уже с 2 почек новых. И тут даже, смотрите, вот почка новая, цветение было, теперь еще одно цветение. И вы даже не представляете, какое это цветение. Вы даже не представляете. Я прям хочу вам всем показать, что какая красота, какая интересная бывает, невероятная. Такая, знаете, невероятная красота бывает в исполнении орхидей. Давайте детально рассмотрим. Я покупала орхидею вот с таким цветением. Вот так она цвела. И в таком виде она приехала от садовника с такими цветами. Ну что она делает у меня? Посмотрите. Ее родители решили показать свое лицо. И вот даже есть вот такие варианты. На петалии половина совершенно другого окраса. И даже форма совершенно другая. Гляньте, кому нравится что больше. Вот там, вот так я вам покажу. Ой, здесь тоже половина петалии от соседнего цветоноса. Нижняя половина темная, видите, без рисунка. Эти цветы такие, как были при покупке. Я ее держу, я боюсь, она опять упадет. Ну, а здесь просто невероятно. Здесь и форма другая. Какой-то рюш по петалям, волнистый край. Невероятно. Вот такая она. И с этой стороны. Кто бы мне поддержал, она падает. Смотрите, какая невероятная. Очень интересно. Я так и не знаю ее название. Я называла ее азиатской скрипкой. Кто-то в комментариях со мной соглашался, кто-то говорил, что это совершенно не азиатская скрипка.
Было много разных версий. Ну вот, что имеем в этом летнем цветении. Посмотрите, когда начали открываться бутоны, я была в замешательстве, потому что я люблю орхидеи, которые не цветут постоянно одинаково, а те, которые делают вот такие приятные сюрпризы. Да? Вам нравится вот так? Два в одном. Хотите и такую орхидею у себя дома, хотите и такую орхидею. Но у вас один горшок и один куст, и один уход. Один раз поливаете. Так, весело сегодня у нас с вами. Просто весело. И это все наши любимые орхидеи. Так, Тоши, подержи, пожалуйста, чтобы она не завалилась. И вы знаете, у меня на эту орхидею есть похожая орхидея. Она стоит здесь, рядом, и она тоже начинает цветение. Я уже не помню, как она цвела от садовника, но думаю, что так она и цвела. Помню, что когда мы ее купили в цветочном магазине с мужем, она очень понравилась моему мужу. И вот она отцвела и разбудила почку. Почему я не срезаю под корень цветоносы? Потому что есть вероятность, что потом орхидея будет одну или две почки и будет продолжать цвести. И вот эта орхидея цветет очень похоже с той. Видите? Ну прям очень похоже. Это уже ее домашнее цветение. Ну, а давайте-ка сравним. Похоже, да и не совсем похоже. Да, девочки, мальчики? У них разные губки. Так, я бы хотела ближе поставить и посмотреть. Нет, все-таки они разные. У этой есть на губе больше оранжевого, яркого такого, видите? Так. Надо срочно поливать. Срочно! Но сначала мы должны рассмотреть. Вот так будет интереснее. Смотрите, вот так. Да, они совершенно разные. Невероятно. Это очевидно, что они разные. Это более такая шаловливая, веселая. Это более серьезная и официальная. Ну так мне кажется. Но тоже очень симпатичная. И форма цветка, ну хоть и похожа, но это, мне кажется, более округлая. А это вытянутая в вертикаль. Так, и осталась у нас еще одна орхидея, которую на этой полке надо полить. Это вот эта красавица. Вижу, она высушила уже лист. Эта орхидея называется, по-моему, осеннее, не осеннее яблоко, золотое яблоко. Да, Golden Apple, я ее подписала. Ой-ой-ой, какой тяжелый вазон. Сейчас, ребят, сейчас. У нее уже очень взрослая розетка. Ну вот, надо забрать этот лист. Он легко отделился. Он уже отжил свое. Да, всех надо поливать. Вот, она тоже никак не угомонится. Доращивает, доращивает и доращивает свои цветы золотые. Вот такое золотое яблоко. Видите, насколько длинный цветонос она вырастила. И тоже нужно полить ее. Замечательная орхидея. Замечательная. Вот со временем ее цветы превращаются вот в такую вот нежно-розовую палитру. Ну а те, которые недавно открылись, вот здесь видно хорошо, они яркие. В общем так, у нас получилась клумба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 фаленопсисов у меня сейчас надо полить. И они 8 фаленопсисов стоят у меня на верхней полке стеллажа и получают там свет из окна. У них нет досветки. И вот так они цветут. Если кому интересно, как цветут фаленопсисы без искусственной досветки в метре от окна.
Вот такая красота, ребят. Какой фаленопсис вам больше понравился? Пишите в комментариях. Они здесь все разные, интересные, но все хотят пить. И я бегу за водой. Бегу. И, возможно, добавлю им какую-то вкусняшку, чтобы им не было грустно. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого-самого наилучшего. Вау! Красавчик. Ребята, приготовила водичку. Добавила им фунгицидную добавку. Сейчас жарко. В целях профилактики разных заболеваний, гниения корней проливаю фунгицидной добавкой. Всем по чуть-чуть. Ну, в закрытые системы я наливаю где-то на 2 сантиметра, чтобы вода там стояла внизу. И потом корни, которые доросли вниз, они подтянут. И мох тоже подтянет кверху. Красота. Все пьем.